Всем привет! Я сегодня шла по улице, решила, что хочу нарвать одуванчиков, пока они цветут таким ярким желтым цветом, потому что мне он очень нравится, и показать вам, как можно сделать такой аксессуар для букетика, например, если вы идете в гости. Я выбрала крученую веревку 3 миллиметра. Сначала мы берем основу, она у меня приблизительно 40-50 сантиметров, и на нее мы будем надевать другие отрезки и выполнять плетение. Для основного плетения нам нужно будет с вами 8 отрезков по 80 сантиметров, ну, либо метру. Выбирайте вот от 80 до метра. Крепим их лицевым креплением все. И здесь нам дальше потребуется еще знание квадратного узла и репсового узла. Но я думаю, по ходу видео вы разберетесь. Пока что надеваем наши отрезки, все 8. И продолжаем смотреть видео и смотрим, как я плету. Также вы, конечно, можете придумать свой любой узор, потому что я просто вам показываю, как можно, да, это сделать. Не обязательно повторять полностью, как у меня. Начинаем плести квадратный узел. Для этого используется у нас 4 нити. Мы складываем так, как я показываю на видео. И плетем первый ряд квадратными узлами. Если вам совершенно не знакомы узлы, и вы не понимаете, как это я сейчас их плету, как складываю, то под видео будет ссылка на мой курс бесплатный, где я учу как раз-таки всем основным узлам. Просто посмотрите то видео, и думаю, у вас получится потом сплести квадратный узел точно. Сейчас же нам нужно сделать 4, получается, квадратных узла. Далее перейти ко второму ряду, который будет соединять первый и второй узел, второй и третий, и в нем получится на 1 квадратный узелок меньше, 3, потом к третьему ряду в нем будет 2 узла, и в последнем ряду будет 1 узелок. Вот, пока что делаем это будет у нас похоже на такой треугольничек.
После квадратных узлов переходим к окантовке репсового. Складываем точно так же, как показываю на видео. Повторяем прям в точности за мной. Я просто сейчас не произношу никаких лишних слов. Это просто иногда очень лишнее, комментирование. Лучше посмотреть, попробовать своими руками это все сделать. Еще, естественно, когда вы смотрите, вам может быть непонятно, но когда вы начнете плести, и у вас нитки уже будут в руках, то вам будет намного понятнее, как это происходит. Вот, а так продолжаем сейчас делать такую репсовую диагональ до середины нашего треугольничка. Ну и с другой стороны точно такую же нужно сделать репсовую диагональ. Тут немного в другую сторону все ложится, но принцип тот же. Если вам также не знакомы репсовые узлы, то это второе занятие по узлам в моем курсе. Можно посмотреть, попробовать, поучиться. Так, на данном этапе я подошла уже к середине, и нужно сейчас как бы скрепить. Мы на одну из нитей, опять же, делаем репсовые узлы, и сейчас у меня еще будет такой небольшой репсовый ромбик. Посмотрите, как он выполняется. Думаю, не составит вам труда его повторить. В итоге вот получилось такое незатейливое плетение. Сейчас я отрежу лишние нити, и так как я не планировала делать длинные, какие-то, то у меня сам букетик маленький, то и ниточки у меня эти будут довольно-таки короткие. Вот, их можно распушить чуть-чуть внизу. И еще я для декора по бокам надену по 2 отрезка, то есть 4, 2 с одной и 2 с другой стороны, чтобы у меня создавался такой больший объем из нитей. Вот они у меня буквально, сколько там сантиметров, 60, наверное. Посмотрите, рассчитайте по своей длине и просто сложите вдвое, и это будет длина, которую нужно отрезать. Вот, по бокам я 2 надеваю, с одной, с другой, и потом уже на свой букетик буду делать узелок. Просто получается вообще очень интересно, так и красиво. На самом деле я подумала, что в гости теперь точно можно ходить с таким букетиком, потому что я обычно люблю дарить цветочки. Вот, но также у меня есть мастер-класс по авоське для вина, бутылки для вина. Вот раньше я ходила с авоськами, теперь буду с букетиком, либо сочетать все это вместе. Вот это вам такая идея, чтобы, не знаю, порадовать людей, к которым вы идете в гости.
Я надеюсь, что видео вам понравилось, ну или хотя бы я дала вам какую-нибудь такую идею того, что можно сплести. Буду рада подписке на канал, комментарию. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, так как видео у меня выходит довольно-таки часто. Все, всем спасибо. Пока-пока.